Привет, друзья и гости канала Мама в творчестве. С вами я, Таня, и в этом видео я хочу вам показать, как я делала вот такой замечательный букет из орехов и розочек из гофрированной бумаги с конфеткой внутри. Если вам интересно, тогда оставайтесь со мной и смотрите видео дальше. Для того, чтобы сделать основу для этого букета, я использовала каркас, а также половинку шарика из пенопласта диаметра 11 сантиметров. Диаметр каркаса у меня 26 сантиметров. Фиксирую шпажки скотчем. И вот теперь то, что у меня получилось, буду приклеивать к каркасу. Фиксирую каркас еще дополнительно скотчем. Начинаю собирать букет. Первыми в букет добавляю розочки из гофрированной бумаги с конфеткой внутри. Ножку букета буду декорировать гофрированной бумагой зеленого цвета. Конечно же, это можно было сделать раньше, но у меня получилось вот так.
Предварительно я уже подготовила орешки. Орешки насаживаю на шпажки и буду фиксировать в букет. Более подробно, как закрепить орешки на шпажках, вы можете посмотреть в предыдущих моих видео. Я там рассказываю об этом более подробно. В букете могут присутствовать другие декоративные элементы на ваш вкус. По краю я использую сизаль, добавляю ее в качестве декора в букет, а также очень удобно ей закрывать пустоты. Лишнее обрезаю. Также вот использую такие вставки из гофрированной бумаги зеленого цвета. Как я их делаю, я оставлю ссылку в описании под видео. И очень они тоже помогают закрывать пустоты и вообще смотрятся очень симпатично в букетах. Для упаковки я буду использовать крафт бумагу и бумагу тишью. Значит, 3-4 отрезка крафт бумаги понадобится. Размер смотрите по букету по своему, но в данном случае у меня это примерно 25-27 сантиметров. И длина стандартная рулона бумаги. Дальше тишью листик я тоже порезала на 3 части. У меня получился примерно такой же размер. И теперь буду складывать их вместе. Для того, чтобы было более удобно упаковывать букет, делаю небольшие надрезы внизу. И при помощи горячего клея подклеиваю. Внизу фиксирую при помощи бечевки. Можете взять любую ленточку, потому что это как бы нижний слой. Тут, в принципе, все равно, чем фиксировать. Далее мне понадобится отрезок крафт бумаги, размер примерно 47 на 47 сантиметров. И уже при помощи него я буду завершать упаковку.
Далее для фиксации украшения букета можно использовать либо бечевку, либо и какую-нибудь яркую ленточку. В этот букет, я думаю, отлично подойдет оранжевая ленточка оранжевого цвета. Вот, так что, друзья, вот такой букет у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Заходите в гости в Инстаграм, там больше фотографий и живого общения. Всем спасибо за внимание, пока-пока!